Приветствую всех на канале, с вами Алекс Кларк, и сегодня мы поговорим о клипе You Can Do Better за авторством Реаниматора. Обсудим сюжет, новых персонажей, а также посмотрим, как Кейн получает люлей. Но сперва добавлю пару слов о специфике клипа. Дело в том, что данное видео словно качели. Не только эмоциональные, но и хронологические. Его буквально то откатывает на несколько суток в прошлое, то в нем показываются актуальные события. Но благо в конечном итоге оно более-менее синхронизируется по всем сюжетным фронтам. И об этом как раз мы и поговорим. Но сразу уточню, я буду разбирать клип не в том порядке, который был нам показан, а с точки зрения последовательности событий. При этом попытаюсь сохранить одну линию повествования. Ну, в процессе вы поймете, о чем я. Итак, не будем тянуть, но и мы начинаем. А клип начинается с того, чем закончился Back into Darkness. С очередной эвакуацией фростборнцев из проигрышного сражения. Еще одна попытка взорвать древний портал при помощи динамита провалилась, так как последний имеющийся дирижабль был сбит вернувшимся императором. Много людей погибло в битве, а новый вид големов, созданный на основе силы кристалла, оказался бесполезен в борьбе с самим Наеусом. В связи с чем Патрик, Хильда и остатки выживших воинов решают немного приуныть и с грустными лицами ковыляют в направлении Фростборнского замка. Лирию же и ее людей я здесь не вижу. Видимо, они либо улетели вперед, дабы разведать обстановку, либо все еще парят неподалеку от далеких равнин и следят за тем, что происходит в имперской армии, прикрывая своих от одиночных преследователей. К слову, в этом клипе впервые дебютировал обновленный дизайн Патрика. Он наконец-таки снял свою балаклаву и показал свой боевой шрам, оставленный ему в юности Херабрином. Ну или просто успел подстричься между сценами. Шлем же его почему-то пропал из поля зрения. Варианта два. Либо он забыл его на поле боя, ведь последний раз он был показан на его голове, и даже вернувшись в замок он не был продемонстрирован. Либо же Азура успела частично починить его костюм, и теперь шлем снова умеет активироваться при необходимости. Из плюсов этого дизайна Патрик начал выглядеть на свой возраст. Ему, если что, всего лишь 30 лет, а до этого он выглядел на все 40. Наеус же тем временем, вместо того, чтобы преследовать и добить своих врагов, чтобы они больше не встревали на его пути, долго размышляет над тем, что же ему теперь делать. Он вдумчиво всматривается на валяющийся труп гигантши, и ему в голову приходит мысль уйти. А впрочем, мы не знаем, куда он пошел, скорее всего, решил вернуться в Незер. При этом, судя по всему, ему за кадром прямиком из Энда доставили его основное оружие. Ведь это последнее место, где его модифицированный рубиновый шип был замечен. В Cold Rise Remake он его не использовал. И вот тут уже начинаются небольшие хронологические ухищрения. Следите за последовательностью. Восстание со стороны пиглинов началось не раньше, чем крестоносцы вторглись в Пиглинское королевство в Eternal. При этом восстание со стороны Блейзского королевства, по словам Баттера, происходило и до этого. А значит, Наеус не мог о нем не знать. В Back into Darkness Наеус был возрожден и сразу же пошел бить фростборнцев. Знал ли он о восстании в Пиглинском королевстве на тот момент? Точно сказать не могу, но уверен в одном. Он наверняка еще не знает о том, что принцесса Незера возродилась и в статусе неопалимой объединила несколько повстанческих организаций. А значит, Наеус отправился в Незер, чтобы разобраться с одними повстанцами, но наткнется на совершенно других. В этом разобрались. Хотя было бы неплохо, если бы он пошел туда, чтобы призвать некромантов и попытаться воскресить погибшую гигантшу. С другой стороны, в ночь перед этой битвой он приказал Кае и ее ангелам раздобыть кристалл в столице Солборна и принести артефакт ему. Быть может, император хочет встретиться с ней и забрать свою добычу. А учитывая все нюансы, он как будет сильно разочарован в своих союзниках. Впрочем, учитывая возрождение Абигейл, ему будет некогда заниматься поиском и наказанием провинившихся. Между тем, в Энде погибший Вендервиш дракон воскресает. Кралос переодевается в новую броню, по-видимому сделанную из незерита, в которую было инкрустировано око Эндера. Было ли это то самое око, которое использовал в своем посохе Вордус? Это маловероятно, поскольку око Вендервиш буквально начало взлетать, когда Церь собирал артефакты, и должно было исчезнуть вместе с кристаллами. Но все же вероятность этого нельзя исключать. И пока все убегают, сверкая пятками от пробудившегося и разъяренного дракона, зараженного незерской магией, новоспеченный лорд драконов бросает ему вызов и активирует свой артефакт, тем самым приручая дракона и делая отсылку на клип Cold as Ice. При этом, во время использования ока, цвет глаз Кралоса как будто меняется на тот, в который обычно перекрашены глаза эндеркинов. Или это освещение видео немного шалит. С учетом этого, все же было бы логично, что он управляет своим драконом с помощью того же артефакта, что использовал и Вордус. И по этому моменту мне сказать больше нечего. Разве что после того, как Кралос покинет драконий шпиль, а это рано или поздно случится, ведь крестоносцам же надо как-то его отбивать, у фростборнцев будут гореть пуканы. Причем во всех смыслах этого
слова. Тем временем в столице Фростборна все еще происходит массовое нападение ангелов, начавшееся еще в Via the Danger XL. Несмотря на то, что Азура отправилась за кристаллом в Незер и все еще сражается с Кайей на окраинах Пиглинского королевства, оставшаяся в замке армия успешно гасит вторженцев. Дабы защитить мирных жителей от врага, войска людей переместились в местную деревушку у подножия замка, где сейчас и происходит основной бой. Если что, это неподалеку от Фростборнской таверны. Каждый сражается как может и чем может. Вон, даже лучники перешли в рукопашный бой. А значит, положение крайне серьезное. Но благо еще в конце третьего сезона в местные войска затесалась Майя, посол Незербейна и девушка Элайда Эвергрина. Как я рассказывал в разборе Via the Danger XL, Майя владеет геомантией, поэтому в одиночку способна крошить врагов пачками. Она буквально человек-армия. Это на себе прочувствовал даже ангел, когда ему в зад уперлось нечто твердое, именуемое каменным шипом. Флинт же, в попытке выполнить обещание данной Азуре, также отчаянно отстреливался от нападающих. Однако, когда ему уже казалось, что враги его одолеют, с одного из ближайших фростборнских лагерей, которых должно быть полно, возможно даже из Глейшерфорда, в столицу прибыло подкрепление. Среди тех, о ком я бы хотел поговорить, числятся Ава О'Нил, Сильвина Ферн и Айрам. Что касается Авы... Считайте это адаптацией имени. Вы же не говорите Элис, вы говорите Алиса. То ее история в разных источниках немного противоречива, поэтому я озвучу ее кратко. По изначальной задумке Ава родилась на фростборнских территориях, но из-за того, что семья была бедна, в юном возрасте, поскольку была быстрее, ловчее и более меткой, чем сверстники, решила научиться охотиться на животных, с чем ей помогала и ее мать. Вскоре на ее мать напал зомбифицированный волк и укусил ее. Ава пыталась помочь маме, но в итоге зомби-мать пришлось пристрелить из револьвера. И с тех пор Ава стала наемной убийцей, даже умудрилась поработать с кланом бандитов Дэрила, однако в связи с некоторыми обстоятельствами, скорее всего из-за того, что бандитов арестовали фростборнцы, ушла из банды и продолжила свое дело в одиночку. А после ухода на одном из заказов также потеряла свой правый глаз, чем удивила Флинта, когда встретилась с ним в этом клипе. Ходят слухи, что из-за затяжной войны фростборнцы наняли Аву, чтобы она работала на них в качестве охотницы, добывающей пищу для армии, воюющей с Незером. А в данном случае она была одной из тех, кто прибыл для оказания помощи жителям столицы Фростборна, попавшим в затруднительную ситуацию. Что касается ее оружия, то она использует обычный кремниевый пистолет, похожий на тот, что раньше использовал Дэрил. Но это не маяковая пушка, так что и неудивительно, что она у нее есть. Сильвина же родилась в столице Фростборна. С детства обучалась фехтованию у родителей и ремеслу. А когда ее предки погибли на войне, в 14 лет стала полностью самостоятельной и начала работать фростборнским кузнецом. Также в клипе есть еще один фанатский персонаж — Айрам. Он является солдатом Фростборна, а также пользователем криомантии. Другими словами, магом льда. По слухам, раньше он был обычным дровосеком, но из-за вторжения Херобрина потерял близких, открыл в себе магические способности и начал странствовать. В итоге его занесло к фростборнцам, и там он вступил в армию. В бою он использует топоры, которые помогают ему направлять свою магию. А на данный момент он получил звание капитана. Еще в клипе дебютировали и безымянные персонажи со скинами Нот Конран, это один из новичков в команде сценаристов сериала, и Доврейн, одного из победителей турнира по Бэдварсу. Он еще был показан в клипе Redline, но на них можно забить, так как у них нет предыстории. В общем, прибывшее подкрепление воодушевило уже сражающихся бойцов. Впрочем, ничего нового. Пиф-паф, голем Джикс месит ангелов в рукопашную, видимо у него кончились пушечные ядра, капитан Сифион отстреливается, Майя портит дорогу и раскидывает ее осколки в ангелов, Айрам кидает своими топорами как бумерангами, я без понятия, что он делает, но это не сильно смахивает на криомантию. Общими усилиями ангелов все же удается оттеснить и вынудить убраться от греха подальше. Недобитые ангелы сваливают с поля боя, а победители начинают ликовать. Возможно, фростборнцы даже взяли кого-то в плен, как, например, вот этого ангела. Во всяком случае, мне хочется в это верить. Может быть, в будущем пленного даже изучат и благодаря полученным знаниям улучшат свою летную армию. Тем не менее, победители не стали расслабляться и начали восстанавливать свой дом, разгребая всю ту разруху, которую принесли с собой ангелы. Раненых в срочном порядке начали лечить, а Флинт с Авой ушли на заслуженный отдых в местную таверну, чтобы выпить и обсудить все то, что творилось в их жизнях, пока они были разлучены. И судя по количеству пустых бокалов, выпили они много и сидели здесь долго.
Скорее всего, они обсуждали то, как Ава потеряла свой глаз, то, как погиб Дэрил, и что в целом он значил для них обоих. А теперь стоп, возвращаемся в эпицентр осады Фростборнской столицы. В Незере, пока у стен замка все еще шел бой, Азура отыскала кристалл, столкнулась и разобралась с Кайей, скинула ее тело в лаву, но потеряла из-за нее свои крылья. Кристалл же, как мы помним, был украден Вилбуром, а впоследствии и уничтожен. Почему те пиглины не пленили ее? Ну, тут все просто. Когда у врага есть пистолет, а у тебя даже мечей нет, не очень уж и хочется рисковать жизнью, лишь чтобы попытаться его схватить. Тут тот же принцип. И поэтому, вскоре после случившегося взрыва, Азура решает мирно вернуться к тому месту, где она лишилась своего вингсьюта. По дороге она размышляет над тем, что ее костюм, вероятно, в этот раз не подлежит восстановлению, а подойдя ближе к осколкам, лишь убеждается в этом и решает продолжить свой путь, дабы вернуться домой. Однако, использовать портал, который и привел ее в Незер, становится проблематично, так как он находится высоко над землей, а крыльев у нее больше нет. И поэтому Азура вынуждена скитаться по Незеру и искать иной выход. Проходит время, и к вечеру в Фростборнский замок возвращается побитая армия Патрика. И пока врачи занимались ранеными, лорд созвал срочное собрание, на котором командование обсуждало текущую ситуацию в столице, произошедшие события на далеких равнинах, а также планирование дальнейших действий. Отчет о выигранной битве почему-то Патрику предоставляла чужеземка Майя, а не кто-то из его командиров. Ну, видимо, с учетом того, что после ухода Азуры она была чуть ли не ключевой защитницей замка, это имеет какой-никакой смысл. А в этой сцене мы можем увидеть лицо Патрика, который осознал, что его девушка Азура пропала, и ему придется действовать без нее. Но об этом поговорим чуть позже. Между тем, этим же вечером в Незербейне происходит собрание крестоносцев. Помните концовку I Try Today? Да? Кто-то спит, кто-то бухает, а кто-то проворачивает крысиные маневры и тайно отправляется в Незер. Да, я говорю о Кейне. Он встречается со своими наемниками, Дуркалом и Баттером, в Багровом лесу, негодует от того, что близнецы провалили миссию, и в их компании отправляется на базу неопалимого восстания. Проходя вблизи прохода в Пиглинское королевство из Eternal, Кейн втайне от своих компаньонов бросает в багровый гриб записку. Судя по всему, эта записка была сложена пополам и запечатана пиротехнической звездой. Во всяком случае, текстура очень похожа на этот предмет. Хотя, скорее всего, это просто визуализация пломбы, которая не давала случайному прохожему прочесть записку, не вскрывая при этом печать. Записка же, как выяснилось позже, была написана на языке, который используется во время улучшения предметов на столе зачарования в Майнкрафте. Этот язык знают немногие, поэтому даже если записку найдут недоброжелатели, они вряд ли смогут ее прочитать. А наличие печати Кейна является хорошим доказательством того, что записка действительно была написана им, а не является ловушкой врагов. Касательно ее содержания, то там было написано всего 3 слова: координаты Фростборнского замка, которые повторяются дважды, и также подпись Кейна. В дальнейшем эту записку находит Ванесса, тетя Абигейл, которая хронологически появилась в сюжете спустя около 13 лет после визита племянницы в Клэр Скайс. Быть может, она посещала Абигейл чаще, чем известно нам, но быть полностью уверенным в этом я не могу. На данный момент Ванесса выполняла поручение Кейна и ждала дальнейших инструкций. Их связи были подтверждены еще задолго до релиза видео, так что сомнений в этом быть не может. Как они познакомились, фиг его знает. Если рассуждать логически, Кейн — охотник на демонов, а Ванесса — демон. Кейн умеет договариваться с врагами, а значит, между ними явно заключена взаимовыгодная сделка. А учитывая, что Кейн хотел вернуть Абигейл к жизни с той целью, чтобы она помогла свергнуть Наеуса, то Ванесса, будучи ее тетей, уж точно не будет против такого расклада и сможет помочь найти свою племянницу, вооружить и посадить ее на престол. Когда Кейн успел с ней познакомиться, тут уже сложнее. На момент первого сезона Незербейн уже существовал. Кейн же охотился на демонов задолго до его создания. А учитывая, что Ванесса очень часто покидала Абигейл, мы не знаем, когда именно она окончательно ушла из Глейшерфорда. Но при этом на момент Найтмарс Кейн выглядел так, будто бы знал достаточно много сведений о самой Абигейл. Неоднократно подтверждалось и то, что у него есть обширная информационная сеть, которая может разузнать почти любой секрет. Возможно ли, что Кейн познакомился с Ванессой еще до самой первой встречи с принцессой? Разумеется, да. Однако не стоит исключать тот факт, что именно после встречи с Абигейл Кейн начал более глубоко изучать Пиглинское королевство, а значит, вероятность наткнуться на Ванессу в тот период увеличилась многократно. Впрочем, выяснение того, случилось ли это до Найтмарс или после, не имеет вообще никакого смысла, так как это все равно ничего не меняет. Ведь факт остается фактом. Я слышал, многие задавались вопросом, а почему же Ванесса игнорирует то, что из-за действий Кейна полегло столько пиглинов и даже их предводитель? А я такой сижу и думаю, а почему это вообще ее должно волновать? Ну типа, основной ее целью, как мне кажется, является свержение Наеуса. Кейн же, может, и поступает мудаковато,
брата, но делает все необходимое, чтобы этот момент скорее настал. К тому же, судя по ее поведению и надетому капюшону, она скрывается, причем даже от участников неопалимого восстания. Она уж точно не состоит в его рядах, ведь если бы все было иначе, повстанцы бы в первую очередь сообщили бы о ее присутствии Абигейл. Плюс к этому, будь она частью восстания, Кейну бы не пришлось так скрытно передавать ей записку, а он явно не хотел, чтобы Дуркал и Баттер заметили его действия. Так что тут все очевидно. И вот Ванесса подбирает записку, скрывает печать, читает ее содержание и уходит в направлении искаженного леса. А теперь немного поговорим об этом биоме. Его можно было разглядеть на заднем плане еще в The Danger XL. И, как оказалось, в нем обитают эндермены. Как они сюда попали, много ли их здесь обитает, остается лишь строить догадки. Возможно, они сбежали в Незер в период второго сезона, после того, как узнали, что Наилс планирует вторгнуться в Драконий Шпиль, и со временем обустроили здесь небольшое жилище. И, скорее всего, искаженные леса являются биомами, в которых не живут незерские существа. Не зря же Ванесса пришла именно сюда. Чем меньше вражеских глаз, тем безопаснее. Быть может, они даже работают на Ванессу. Что ж, поживем увидим. Но мы не забываем, что на момент, когда Ванесса нашла записку, по Багровому лесу все еще блуждала Азура. Она случайно забредает на территорию Пиглинского королевства, где замечает существо, сильно смахивающее на человека, коим и оказалась Ванесса. Азура решает за ней проследить, в надежде на то, что она приведет ее к ближайшему порталу, ведущему в Оверворлд. И ее идея срабатывает. Проследив за ней до искаженного леса, Азура видит, что Ванесса, за счет указанных Кейном координат, открывает портал, как оказалось, ведущий прямиком в Фросборнскую темницу. Тем временем в темнице Хоксворт сидит на цепи и получает на ужин порцию свинины. Кто-то может посчитать это какой-либо формой пыток или даже каннибализмом, так как Хоксворт является свиночеловеком, а ему дают есть мясо свиньи. Но я же не вижу в этом ничего такого. Он является пигманом, а пигманы буквально питаются мясом хоглинов, которые по своей сути являются свиньями. То есть подобное для Хоксворта в порядке вещей. И нет, это не может быть плоть других пигманов. Во-первых, если бы это было так, то мясо было бы с гнильцой, а во-вторых, никто в здравом уме не будет тащить с поля боя труп, лишь чтобы скормить его пленнику. А других пленных в Фросборне, которых можно убить и скормить пленнику, я не встречал. Вы хоть представляете, как трудно раздобыть здесь такой чудесный кусок парной телятины? В общем, Хоксворт приуныл. Но помимо его самого, в камере также находится и пара охранников, ведущая беседу на непонятную тему. Внезапно в камере появляется портал, через который в тюрьму проникает Ванесса. Она мастерски вырубает двух охранников. Именно вырубает, это важно, так как доказывает, что ни она, ни Кейн не хотят навредить фросборцам. Также она крадет ключ от оков Хоксворта и освобождает заключенного. Зачем Кейну нужен Хоксворт? Вариантов есть много. Во-первых, Хоксворт неплохой полководец и мог бы пригодиться восстанию, но переметнется ли он на сторону врага просто так? Вряд ли. Однако, с учетом всех данных, очень вероятно, что Кейн заключил с ним сделку, причем еще до того, как Хоксворт стал генералом империи. А значит, все это время, пока шла война, Хоксворт мог намеренно тормозить продвижение армии. На это уже косвенно намекнули в Clear Skies, когда плененный Хоксворт увидел смотрящего на него Кейна, а лицо Кейна буквально говорило: «Свинина, не смей меня выдать!» А сказанное им в Back in the Darkness можно воспринимать как блеф, который был сказан для того, чтобы отвести от него подозрения. Но вот незадача. За Ванессой все это время следила Азура, и увидев, как та открыла портал, последовала за ней и застала ее и заключенного на попытке побега. Но она еще не знает, с кем связывается. Дело в том, что Ванесса, судя по слухам, довольно-таки умелый боец. Говорят, что она бы сумела одолеть даже Вардена. Так что в этой битве, если она, конечно, будет, я бы поставил на Багровую Леди. Также Рейн однажды публиковал шуточный рендер, на котором Ванесса буквально взяла Азуру под свой контроль, заразив ее демонической порчей. Как это сделали со Стеллой и Wishing Dead. Возможно, у Ванессы есть какая-то способность, которая хорошо работает против Варденов. И именно под эту способность очень хорошо ложится навык создания демонов из живых существ и управления ими, который и был продемонстрирован на том шуточном рендере. Как по мне, было бы круто, если бы случилось именно это. Но нельзя исключать и того, что на шум драки в камеру прибегут и другие охранники, Ванесса с Хоксвортом попросту улизнут, а Азуру спасут и отведут к Патрику. А если произойдет именно это, учитывая, что Азура довольно-таки долго следила за Ванессой, она могла бы подобрать ту записку, которую Багровая Леди выкинула. И учитывая, что записка была подписана Кейном, это бы послужило поводом для пересмотра альянса Фросборна и Незербейна. А также могло бы настроить местных против Майи, она же тоже из Незербейна. Но опять же, поживем, увидим. Теперь мы переносимся немного назад, возвращаемся к Кейну. Он со своими попутчиками приходит на базу неопалимого восстания. Офигевает от того, что Абигейл воскресла, а принцесса, в свою очередь, офигевает
скрывают от его присутствия на территории Пиглинского королевства. Напоминаю, по результатам их прошлой встречи, Кейн пообещал, что Незербейн больше не ступит на территорию ее владений. Плюс, брошенная им фраза касательно того, что ничего из этого не должно было произойти, тоже не вызвала у нее сильного доверия, и поэтому Кейна схватили. Однако Кейн, будучи опытным переговорщиком, сумел уговорить принцессу выслушать его, прежде чем принять поспешное решение о казни. Что конкретно он ей рассказал, мы не знаем. Известно лишь то, что его слова убедили Абигейл отсрочить его убийство. К слову, не думаю, что она бы вообще смогла его убить, так как на это способна лишь магия Энда и лава. Хотя, с другой стороны, ее способности идут от способностей Херобрина, а способности Херобрина берут корни из Энда, так что все может быть. Возможно, даже Баттер, будучи мудрым пиглином, вступился за своего нанимателя. Все же, несмотря на сомнительные методы, Кейн делает все для того, чтобы остановить общего врага и спасти Оверворлд. Но вот незадача. Когда Кейн по-тихому покинул таверну и ушел в Незер, Сиара все же услышала шум создания портала и побежала посмотреть, что происходит. Увидев Элайта, охраняющего портал, она решает аккуратно вырубить его ударом руки в спину, телепортировавшись к нему с холма, и идет вслед за Кейном. Может, она подумала, что Элайт и Кейн предатели, а может и нет, не уверен. Проследив за ним до базы восстания, она замечает, что у ее друга проблемы. И вот, в момент, когда Кейн уже почти договорился с Абигейл, Сиара бросает керамбит под ноги принцессы и начинает ее атаковать. Все в афиге, пиглины не понимают, что им делать, ждать команды, стрелять, а вдруг они попадут по своим. Абигейл в недоумении от того, что Сиара все еще жива, поскольку после боя в Найтмерс она должна была стать инвалидом. Кейн бомбит, потому что Сиара в очередной раз влезает в дела, которые ее не касаются, и портит все его планы. Ей говорят, не лезь, куда не просят. Она все равно лезет. Между девчонками завязывается эпичный бой, который должен был быть чем-то похож на сражение с Лансом из Poison, однако их битву прерывает Кейн, так удачно выскользнувший из захвата Урграка. Сиара так его взбесила, и я его понимаю, что он достает свой дробовик и стреляет в направлении драки, целясь в ее керамбиты, и так удачно выбивает их из ее рук. Это вынуждает девушек разойтись в разные стороны. Сиара в недоумении, Абигейл тоже. Кейн пытается объясниться с обеими дамами, но не успевает, поскольку... Отмотаем немного назад. Когда Сиара услышала шум и вышла из таверны, Рейну без собутыльника стало как-то скучно. А когда он понял, что ни Кейна, ни Сиары в таверне больше нет, он пошел их искать. Выбежав на улицу и осмотрев окрестности, Рейн наткнулся на вырубленного Элайта и, поняв, что здесь поработала именно Сиара... Ну, вы знаете, у нас в семье не принято ударить меня сзади по голове табуреткой. Отправился на поиски своих друзей в Незер. Он тоже выслеживает их до базы восстания и в стиле Сиары без разбора нападает на своего врага. Осознавал ли он, что нападает на Абигейл? Не могу сказать точно. У нее другая одежда, другое оружие, да и увидеть ее лицо с такого ракурса он не мог. В общем, удар двуручником, хрясь, и оружие Абигейл разваливается на две части. Ого, Рейн прилично так накачался с событий Wishing Dead, раз уж одной рукой управляется со своим двуручником. Для сравнения, даже Фростборнская стража использует две руки, чтобы орудовать своими алебардами, а они гораздо легче такого двуручника. Хотя, может быть, этому способствует его броня. Второй удар Абигейл пытается заблокировать, но в итоге отлетает на несколько метров, делает кувырок, активирует свою убийственную форму и швыряет молнии в оппонента. Рейн блокирует заряд двуручником, активирует форму Эндера и перенаправляет его в потолок. Пару мгновений, и Абигейл выключает свой убийственный режим, поскольку понимает, что перед ней стоит Рейн. Принцесса в шоке, ее окружение в полном замешательстве. Кейн и Сиара просто стоят с весьма довольными лицами, смотрят на происходящее. А Рейн? А что Рейн? После событий Clear Skies ему в большей мере стало все равно на принцессу. И именно поэтому, после отключения своей формы, он и смотрит на нее гневным взглядом. Возможно, он еще не осознает, что принцесса теперь не является рабыней звезды Незера, и видит в ней того безэмоционального зверя, которого повстречал в первом сезоне. Хочется отметить, что показанное буквально отзеркаливает их встречи в Везеденже и в Джусуино, когда Абигейл бездумно и бесчувственно атаковала Рейна, а он офигевал от такого расклада. Тут все так же, но на месте Рейна находится Абигейл. И если Рейн теперь двигается дальше, то насчет принцессы сказать что-то подобное очень трудно. Разумеется, весь клип Begin Again был посвящен тому, что она отказывается от прежних чувств. Но тот же Poison показал, что она все еще держится за чувства к Рейну.
Рейну. Хотя, учитывая, сколько в сериале вещей произошло за кадром, скорее всего, и они испарились между эпизодами. Или даже были поглощены ядом звезды. А ее выражение лица говорит лишь о том, что она удивлена увидеть Рейна живым. Она же все это время была уверена в том, что парень погиб на мосту, когда стал зомби. Вот так и прошла встреча двух легендарных, но разбитых сердец. Между прочим, не самым лучшим образом. Как говорится, могло быть и лучше. Но что имеем, то имеем. Ох, чую, их ждет непростой и долгий разговор. Но благо здесь нет Стеллы, иначе все вообще вышло бы из-под контроля. И не только из-за того, что между бывшей и нынешней Рейна начались бы разборки. Нет, напомню вам, что у Абигейл были видения, в которых ей приснился одичалый демон, родом с Ковина ведьм, коим по пророчеству и является Стелла. Конечно, не факт, что образ демона во сне был четким, поэтому Абигейл могла бы и не узнать ее, но все же в будущем между ними может произойти подобный конфликт. Разумеется, если только крестоносцы не расскажут принцессе о том, что чародейка более не представляет угрозы. Ну да ладно. А теперь отодвинем сюжет на задний план и поговорим о клипе в целом. И сразу же хочется отметить, что еще на период его анонса нас немного ввели в заблуждение. Дело в том, что на превью позади героев показан именно Глейшер Форд, но этот город вообще никаким боком не был затронут в эпизоде. Даже в роли камео. И это уже не первый раз, когда Рейн пытается байтить нас, вкидывая недостоверную инфу на превью. Также было и с Gotta Get Out of Here, к примеру. От этого у зрителя завышаются ожидания от клипа. А при просмотре он тупо падает с небес собственной фантазии в суровую реальность и разочаровывается. И я прекрасно их понимаю. Однако хотелось бы отметить, что наши ожидания — это не то, что можно назвать объективной оценкой. А если попытаться говорить объективно, клип в целом-то неплохой. Клип выполнил свою функцию. Он объединил несколько сюжетных линий и заявил о скором приближении финала сериала. Боевые сцены остаются на уровне. Работа с камерой сделана офигенно. В особенности в сценах полета ангелов. Лор здесь минимальный, но важный. Да о чем я? Даже Рейн и Абигейл наконец-таки встретились. Или, к примеру, сюжетка Ванессы дает точный ответ на вопрос, почему никто из Империи не додумался проникнуть в замок через портал. Да из-за того, что у них попросту нет координат. А все те, у кого они есть, либо померли, либо находятся в плену, либо еще не долетели до своих и не доложили Наеусу о своей находке. Ну и все в таком роде. Из минусов клипа хотелось бы отметить, что у него, очень рваное повествование. Как я сказал в начале видео, словно качели. Нам сначала показывают одно, затем другое. Условно, у одних персонажей день, у других идет ночь, потом снова день, потом снова ночь, но теперь у всех. А события вроде как и параллельны друг другу, но не совсем. Понимаете, о чем я, да? Что касается подобранной песни, то она на любителя. You Can Do Better действительно прикольный трек и затрагивает довольно актуальные для многих темы. Он создан как монолог парня, который пытается достичь вершины и достигает ее. Но при этом он живет с чувихой, которая принимает все его достижения как данные, которой всегда всего мало и которая сама по факту никогда не пыталась чего-то добиться. И лирический герой песни в течение всей песни пытается вразумить подобных людей, что не следует быть такими абьюзивными мудаками. В целом, да, это довольно мощный посыл. Но какой же мотив у песни унылый. Конечно, гитарное соло немного спасает его положение, но все равно я не могу назвать песню очень крутой. Она выше среднего, не более. Ибо я точно знаю, что Кайл может лучше. То же самое могу сказать и о самом клипе. Все круто, но, зная Рейна, могло быть и лучше. По сути, не так уж и плохо, но хотелось бы верить, что в будущем подобное будет откорректировано. Подходит ли песня под клип? В целом, да. Тут и встреча с Кейном могла произойти в более лучших обстоятельствах, и Ванесса могла бы действовать более скрытно, и Сиара могла бы не кидаться убивать тех, с кем Кейн почти уже сумел договориться. Но если вдумываться чуть глубже, то ни одна песня не будет идеально подходить к клипам, за исключением тех, которые были специально под них написаны. Ну а теперь можно плавно переходить в заделы на будущее. Теперь дислокация Фростборнского замка стала известна врагу. Очевидно, что Патрик планирует совершить еще более массовую атаку на имперские силы, так как нет смысла просто сидеть и ждать нападения или прилета какого-нибудь дракона. А что конкретно наш Сир задумал, фиг знает. Либо он попытается взять вражескую армию в кольцо, атаковав с нескольких фронтов, либо постарается продвигаться в одном конкретном фланговом направлении, чтобы ослабить центр имперских сил, вынудив их переместить своих воинов в горячую зону. А самим попытаться в третий, раз разрушить древний портал. Или же он просто займется укреплением своих собственных территорий, так как кроме скелетов и нежити, на них никто не сможет выжить. А может, вообще поднапряжет ученых, чтобы они изобрели какое-нибудь устройство, способное бахнуть портал с расстояния. Но это уже из рода фантастики. Так или иначе, без экшена нас не оставят. Азура либо останется в замке, либо, что более логично, будет захвачена Ванессой в плен. Ведь
Ни ей, ни ее нанимателю не нужны лишние свидетели, а убивать ее будет слишком глупо. И если все произойдет именно так, то Ванесса вместе с Хоксвортом и Азурой встретится с Кейном. А поскольку он находится на базе неопалимого восстания, Ванесса и должна будет отправиться именно туда. Ну, если только у нее нет клана, к которому она могла бы пойти. Да, представляю лица других крестоносцев, когда они увидят освободившегося Хоксворта, Абигейл 2.0 и плененную Азуру. У них в любом случае будет долгая беседа, возможно даже на мечах, либо с Ванессой, либо с ее племянницей. Но они все же сумеют договориться с принцессой. После этого либо они вместе освободят королевство Блейзов, либо сначала вернутся в таверну с желанием отбить драконий шпиль. Заберут Стеллу, ну а там узнают, что Кралос атаковал людские территории верхом на драконе и отложит свою миссию. Вскоре, может быть, даже разделятся. Рейн и Стелла пойдут в Энд, а Кейн и Сиара помогать людям. Если же они пойдут все вместе, то должны наконец-таки встретиться с войсками Патрика. У Абигейл же в любом случае будут другие дела. Даже если она пойдет с крестоносцами в таверну, то она быстро вернется в Нензер, чтобы продолжить подавлять имперские силы. Найеус же, думаю, тоже вернется в Нензер и будет разбираться с восстанием. И получать по черепушке от Абигейл. Конечно, если они встретятся в битве. Но лучше бы в битве он встретился с Ванессой. Если она и проиграет, то ее хотя бы не жалко. А учитывая, что следующим эпизодом уже анонсирована его предыстория, думаю, в 4-м сезоне нам покажут, что у него есть какие-то новые силы, которых до этого нам не демонстрировали. Ну вот, как-то так. И на этом, господа, у меня все. Спасибо всем за просмотр данного видео, всем удачи, всем пока. У микрофона был Алекс Кларк. До новых встреч. Увидимся когда-нибудь завтра. Пока! Ты, Ирод! Ты что делаешь? Мы же договорились!